Друзья, всем привет! Меня зовут Юрий, это канал Тик-Так Мир, мир японских часов. Сегодняшние часы, знаете, их название звучит как название крутого спортивного автомобиля. Итак, представляю вам Seiko SRX 015. Согласитесь, название действительно оригинальное и произносится оно с такой помпой, как будто у меня прям, не часы, а просто самолет. В принципе, где-то правда в этих словах есть, потому что часики интересные, часы сложные, часы, как вы видите, с луной, с кучей стрелочек. И чтобы во всем этом разобраться, обязательно посмотрите ролик и почитайте инструкцию на русском языке. Внизу в описании к ролику все прикрепил. Давайте начинать. Быстренько по материалам корпуса. Часы стальные, полировка хорошая. Матовая, преимущественно интересная форма дужек. Это у компании Seiko серия Premier, которая очень редко бывает у нас в обзорах. Это серия не японская, серия европейская. Так вот, в последнее время они делают такие дужки. Что-то в этом есть, что-то интересное. Кому-то нравится, кому-то нет. По мне, по крайней мере, свежо, оригинально. Так вот, по корпусу стальной, браслет стандартный для серии Premier. Стеклышко сапфировое, антиблик односторонний. Внутренний никакого здесь супер прозрачного стекла нет. Задняя крышка, посмотрите, практически вообще без надписей. Такая минималистичная крышка, но переливается красиво. И давайте скорее перейдем к механизму. Он здесь интереснейший. Это механизм Seiko Kinetic Direct Drive. Обращает на себя внимание огромный, практически на четверть корпуса, вот этот дополнительный мини-циферблат, где написано Kinetic Direct Drive. Это циферблат по поводу запаса энергии, выработки энергии и указатель накопленной энергии. Знаете, есть такие часы, которые, когда купишь, инструкцию нужно носить с собой хотя бы неделю. Вот это эти часы. Именно к этим часам в инструкции практически половину текста занимает указание вот к этому циферблату. Немного в двух словах вообще про кинетик, что это такое. Кинетик, обычный стандартный от Seiko, это кварцевый механизм, где аккумулятор заряжается от движения ротора автоподзавода, как в механике. То есть вы часы носите, ротор крутится и кинетическая энергия заряжает аккумулятор. В Kinetic Direct Drive все то же самое, но заряжать аккумулятор можно также движением заводной головки. И здесь самые интересные штуки. Смотрите. Мы с вами двигаем заводную головку, вырабатывается кинетическая энергия, и вот этот циферблат, который в районе 9 часов, точнее с 8 до 10 часов находится, он, во-первых, в данную секунду он показывает, сколько вырабатывается кинетической энергии от нашего с вами движения. Сейчас, когда я остановлюсь и не буду двигать, сейчас дождемся секунду, стрелка убежит, я остановлюсь, и он покажет нам, сколько вот за этот прием, который я кручу при вас, мы выработали кинетической энергии. Давайте остановимся и посмотрим. Шкала, по-моему, 18 насечек здесь. Вот, мы выработали с вами примерно посерединке, и стрелка упала, это значит, что сейчас, вот третье ее положение, она нам показывает, какой запас энергии остался. Изучить все эти показания, выучить, да, грубо говоря, за первый день невозможно. Нужно обязательно смотреть инструкцию. Я вам сейчас все это говорю и сам не знаю, насколько я зарядил часы. Вот сейчас все будет написано, сколько мы выработали с вами энергии и сколько запас энергии остался. Причем, что интересно, за один раз выработать энергию можно только на 6 часов работы. То есть накопленная энергия, которая в итоге копится как заряд аккумулятора, она складывается из каждодневного ношения часов, что, наверное, не совсем удобно. И в этом механизме, называется он 5D88, всего лишь 1 месяц запаса хода при полном заряде аккумулятора. 1 месяц это очень мало. Обычно кинетик, знаете, до 4 лет может работать полностью при полном заряде. То есть минус, в общем-то, есть. Надеюсь, я вам не совсем голову замудрил, и у вас еще осталось желание смотреть ролик про Seiko SRX 015. Поэтому давайте поговорим о функционале. Он здесь, можно сказать, богатый, помимо указателя запаса энергии, указателя выработанной энергии, указателя накопленной энергии. У нас есть также с вами дата в районе 3 часов.
круговая дата, то есть от 1 до 31. Если вы думаете, что это неудобно, то привыкается примерно за 2 часа. В районе 6 часов здесь много всего. Стрелочка, которая похожа на молоток, указывает на день недели, то есть в данном случае на четверг. Вторая стрелочка, которая маленькая, указывает на цифру 8. Это 8 часов в системе 24-часового формата времени. То есть вот это внешнее кольцо, по сути, это 24-часовой циферблат. Но самое интересное, у нас с вами кроется в районе 12 часов. Посмотрите, что мы там с вами увидели. Помимо надписи Seiko Premier, это Луна. Да, часы с фазами Луны. Настраивается все отдельной кнопкой, она вот здесь. Как настраивать, в инструкции тоже отдельный раздел есть. Почитайте, обязательно посмотрите. Таким образом, мы с вами имеем достаточно мощную начинку. Еще раз напомню, дата, день недели, фаза Луны, 24-часовой циферблат и указатель запаса энергии, выработанной энергии и накопленной энергии. Модель имеет водозащиту 100 метров, размеры же следующие. Стекло 33,5 мм, безель 41 мм, заводной головкой полностью 46,5 мм, но по-хорошему часы ощущаются на 42,5 мм. Высота 48,4 мм и толщина здесь 12,7 мм. Часы не толстые, но и не тонкие. На руке 17 см сидят абсолютно нормально. Во многом из-за того, что вот эти дужки, про которые я говорил, они не длинные. В заключение отмечу, что есть модель в темном цвете циферблата. Стоимость на российском рынке 86 тысяч рублей, то есть более 1000 евро. Стоят эти часы этого или нет, решайте сами. Мое мнение следующее. Очень классный функционал, часы эффектные, красивые, все выполнено очень хорошо. Синие, черные стрелки в зависимости от цвета, как он падает. То есть часы производят действительно дорогое впечатление и, скорее всего, все-таки своих денег стоит. По крайней мере, просто купить механику за эти деньги и получить 3 стрелки и дату, либо купить интересный автокварц с возможностью ручного завода, с луной, датой, днем недели, 24-часовым циферблатом, по-моему, неплохо. И, естественно, также не забываем, что когда у вас спросят, какие у вас часы, как называется, вы с гордостью скажете: это Seiko SRX 015. На этом все. Всем спасибо. Надеюсь, было интересно и подняло вам немного настроения. Всем спасибо. Жму руку. Носите самые лучшие часы. Всем пока.